Итак, дорогие друзья, после того, как провела беседу и загрузила ролик, теперь снимаю то, что обещала, и то, что выставила в сообществе. Ритуал «Караван великого хана». Монгольские ритуалы, они работают у очень многих зрителей и работают на ура. Казалось бы, совершенно европейская внешность, но хоть капля кочевой крови, и уже энергии совпадает, и сразу же получается. Почему ритуалы монгольские или вообще ритуалы кочевников, они направлены на деньги, удачу, они сразу срабатывают, и у всех практически. Понимаете как? Уже объясняла, еще раз скажу. Кочевые народы, они надеялись на удачу. Степь, которая абсолютно открыта, и никакой надежды, ничего нет. Эта степь должна была прокормить огромное количество народа, скот, который они гнали. И вот на этих степях, абсолютно голых, безжизненных, казалось бы, возникали великие ханства. Это означает, что чрезмерная вера этих людей в удачу, их поклонение силам, богам, уверенность, что им помогут, их услышат, материализовалась, и как бы они получили и государства свои, и в дальнейшем культуру, и прочее, прочее. Поэтому ритуалы кочевников или монголов в том числе, они направлены на удачу, на благополучие, очень быстро срабатывают и у очень многих людей. Что для этого вам нужно? Во-первых, алтарь должен быть либо желтого, либо золотистого цвета, как символ песков, бескрайних песков и степей, по которым двигались кочевые народы. И их караваны, естественно, после. Далее. Нужна ли юрта? Не обязательно здесь юрта. Но если у вас есть такая красивая юрта, как декорация, почему бы нет? Чем больше, я вам говорила, повторяю, чем больше уделяете творческое такое рвение к ритуалам, тем сильнее они работают, поскольку боги слышат нас и благословляют за наши старания. Далее. Вам обязательно нужно взять караван верблюжий. Бывает, продают вместе, соединенные. Можно так взять. Можно, хотя бы 3 верблюда у вас должно быть. И эти верблюда у вас должны потом стоять дома. Вы можете с ними и другие ритуалы провести, в которых можно ставить, их статуи. Но не верблюды будут притягивать в вашу жизнь это богатство, а просто этот символ уже заряженный этой энергией денег будет стоять у вас дома. Символ каравана. Во-первых, почему малое вот здесь, а большой верблюд в конце идет? Казалось бы, логично, чтобы большой верблюд был в начале, всегда везде так и ставят. С большого на малый. А я вам говорю, нет. Все предметы у вас дома, которые там из нескольких штук состоят, должны стоять именно таким образом. Впереди самое малое, дальше уже по большинству. Почему? Потому что малое имущество, малые деньги приносят большие деньги. Большие деньги уменьшаются. Это нехорошо. А если малые деньги увеличиваются, это хорошо. Это благополучие. Поэтому постарайтесь свои предметы дома пересмотреть. Потом. Слоны они могут быть, караваны слонов. Точно так же. Малый слоник впереди, дальше по старшинству. Малая деньга, малое имущество приносит вам больше имущества. Дальше. Если у вас есть такие караваны или слоны, слоновьи караваны, они должны от дверей идти
или стоять вот нейтрально, горизонтально. Они не должны смотреть в двери, они не должны уходить в двери, потому что ваше богатство должно приходить от дверей домой, а не наоборот. Казалось бы, вроде бы так себе незначительные вещи, но поверьте мне, что предметы тоже очень многое решают. Это не фэн-шуй. Фэн-шуй сам по себе появился именно на этих учениях древних магов. Итак, далее. Вот желтый или золотистый песок. Верблюды. Юрта, если хотите. Если есть. Если нет, это не страшно. Но вы можете заказать для этого ритуала все время, потому что чем больше вы творчески подходите, тем больше оно получается. Далее. Деньги. Деньги вашей страны. Можно доллары, можно евро, что хотите. Большие, малые. Здесь уже не столь важно. Можно монеты рассыпать. Золото, серебро. Бижутерии нельзя. Почему? Вы показываете вот этот денежный караван, который идет к вам, идет в вашу жизнь. Естественно, вы должны создать такую иллюзию реального каравана, который груженный золотом и серебром, и всем добром, и деньгами, идет в ваш дом. Вы призываете, по сути, через этот караван в свой дом призываете денежную силу. И призывайте атрибутами денег. Вот только недавно сняла и объяснила вам, почему атрибуты денег, богатства, удачи важны в ритуалах. Почему нельзя вызывать денежную силу какими-то там пластмассовыми или склянками, банками, а должны быть те символы, которые тысячелетиями являлись символами денег, богатства. Золото. Драгоценные камни, бриллианты. Бриллианты не любят оставаться одни, они не остаются одни. Они обязательно перетянут в вашу жизнь новые богатства, новое имущество. Бижутерия обладает пустотой, а камни из недр Вселенной, из недр Земли, они заряжены этой силой Земли. Кроме того, подобные камни носят богатые люди. То есть вы присоединяетесь к эгрегору богатства, к эгрегору богачей, да, миллиардеров, удачливых людей, правителей и так далее. А как можно присоединиться? Бижутерии? Нет. Даже если она очень дорогая и такая элитная. Именно благородные металлы. Деньги, карты, шубы, меха. Сейчас кто-нибудь скажет, ой, как легко говорить, вот деньги, карты. Так это все будет к вам приходить. И вам даже сомневаться в этом не нужно. Если вы это хотите, это к вам будет приходить. Вам нужно правильно делать то, что я вам говорю и учу. Это багетный бриллиант называется. Это кусками вот так, видите? Если вы сделаете так, как я вас учу, они будут приходить. Кроме всего прочего, мои алтари, они предназначены для того, чтобы у людей развивался вкус. Чтобы люди начали понимать, что важно себя украшать, что важно вкладывать в драгоценный металл, что важно копить этот достаток для своих детей, поскольку мы не вечны. Многие узнали, что отношение, такое безразличное отношение к серебру, к золоту, к металлам, к камням, да, оно было неоправданно и неправильно. Многие узнали значение камней, многие узнали название камней, о которых даже не задумывались. И поняли, что их множество, великое множество, их тысячи, миллионы. И они все интересные, они все обладают какой-то силой. Каждый что-то означает. Вот он, цитрин, например, смотрите. Это африканский цитрин, он очень чистый, практически такой полупрозрачный, как желтая вода. От слова цитрус, цитрин.
Это я вам уже показывала. Розовый сапфир. Очень редкий камень. Причем огромный. Основное количество украшений здесь дары. Хочу вам показать и объяснить, насколько важно, когда вам дарят или вы дарите. Они притягивают очень много. Вот здесь я специально, значит, вынесла. Это первый подарок за мою работу. Первый. Это золото, белое золото и сапфиры. Это первый подарок за парня, которого я вернула к жизни. Я даже помню его имя, Боря. Когда они пришли с родителями ко мне и попросили за него, он просто был никакой. Он был худючий такой, безжизненный человек просто. И когда я с него сняла то, что у него было, через недели 2 с чем-то, мне сказали, вот меня пригласили к себе домой и попросили, и сказали, за вами Боря заедет. А я выхожу, машины их вроде похожие, но я не узнаю этого человека. Я смотрю на него, что-то есть знакомое, но не могу понять, где я его видела. И тут он улыбнулся и говорит, Инга, вы меня не узнали? Я говорю, неужели это ты? Да, только сейчас я живой, а тогда был дохлый, сказал он. И мне его мама подарила. И после этого на меня посыпались эти дары. Вот к чему я говорю. Стоит одному атрибуту богатства прийти. Я не говорю, что это первое мое украшение. Это первое украшение, которое мне в Москве подарили. И после этого посыпалось друг за другом. Оно начало притягивать. Атрибут богатства. Хоть один появился, остальные будут приходить. Если будете относиться с презрением к богатству, богатство будет презирать вас. Не нужно поклоняться, не нужно считать, что только материальное самое главное в мире. Нет, все вместе, все важно, все главное. Но не вы служите деньгам, деньги должны вам служить. Но для этого вы должны уважать. Не признаваться в любви каждый день, но уважать, собирать, не отказывать себе, если у вас есть возможность, покупать, надевать, носить достойно и так далее, и так далее. Не избегать, не высмеивать богатство, потому что силы богатства нас слышат. Итак, монгольский ритуал. Все ритуалы, основное количество ритуалов монгольских, несколько есть, которые мне передали, да, но основное количество ритуалов составлены мной. Вы знаете, что есть язык именно этнический, а есть язык магии. Если знаешь язык магии, то можно составить, то есть человеку знающему, не каждому, конечно, можно составить работу. И монгольские ритуалы, самые любимые у моих зрителей, они получаются практически у всех. Вот этот ритуал важно вам делать. Это будет притягивать и притягивать, особенно для людей, у которых есть свое дело и прочее. Постоянно будет притягивать деньги. Когда делаете, не сомневайтесь. Дело не в том, что вы должны крепко верить или не верить. Нет, ни о чем не думайте. Вы просто делаете и представьте, что эти силы пришли, вас услышали и все сделали. Издревле все такие ритуалы именно таким образом и совершались. Просто мало кто об этом говорил, мало кто открыто показывал, в отличие от меня. Итак, начнем. Караван великого хана, который гружен всеми богатствами мира, и он должен прийти в ваш дом. Читать нужно 11 раз. После чего спокойно можете все собрать и разложить. Почему вы должны разложить все, начитать, а потом убирать? Когда вы раскладываете, вы опять передаете свою энергию. Почему люди, которые любят считать деньги, у них всегда водятся деньги, а люди, которые вот так скомкали, сунули туда в кошелек, у них и особо и нету. Потому что вы передаете свою энергию все время, щупая, трогая свои драгоценности, пересматривая, радуясь,
подсознательно еще больше притягивая, понимая, что все это вы собрали, это вам подарили. Это же, во-первых, приятное эстетическое такое наслаждение. Во-вторых, вы все время передаете свою энергию, вы их оживляете для того, чтобы они перетянули новые, новые богатства. Вот почему важно в денежных ритуалах все время выкладывать свои драгоценности. И так призывать. Во-первых, потому что силы, которые знают этот благородный металл и тысячелетиями покровительствовали богачам, князьям, там, царям, ханам, шахам и так далее, они все время шли на это богатство, на этот благородный металл, и они узнают сразу атрибуты богатства и прилетают сюда получить энергию с этих атрибутов и самому передать богатство. Во-вторых, когда вы вытаскиваете все это, складываете на алтарь, располагаете, вы все время, вы их оживляете, вы своей энергией трогаете, ставите, может, какой-нибудь из них возьмете, наденете, вспомните, да, как они там, кто подарил, когда. Вы все время оживляете, они не валяются мертвым грузом. Вы передаете свою энергию, а следовательно, вы их заряжаете для того, чтобы они могли притянуть еще и еще. Понимаете смысл всего этого? Ничего никогда случайно нет в моих работах. Просто есть вещи, которые я могу забыть сказать, есть вещи, которые я подробно объясню, но вы должны довериться этому человеку и делать так, как она говорит. Потому что я знаю определенные вещи, я пришла к этому за много лет. И теперь могу смело вас учить и объяснять, как это надо делать. Потому что я этого постигла, я поняла, как это делается. Начнем. Да, еще одна просьба. Пожалуйста, для новичков не пишем внизу, а где ритуал, а что? Ждем несколько дней. Через несколько дней текст там будет. Яна всегда это делает, даже если она очень занята. Поэтому любой, кто будет писать, а где, от чего, занесу в черный список, потому что устала от этого неуважения. Надоело. Сейчас который час? Вот я вам показываю. 11 минут 7. А вы знаете, что я еще работаю? Я еще вообще не спала и не отдыхала. Я выпила тонну кофе, потому что мне нужно успеть вам все это передать. Я должна, я обязана. Мне дали это задание, я должна это делать. И кто-то вот находится, такие бесстыжие люди, которые утром просыпаются в 10 утра, смотрят, что в 8 часов этот ритуал был выложен, и говорят, а где текст? Вот и все. Поехали. Вообще на монгольском языке караван переводится как цуваа. Те, которые приносят или приносящие груз. Но поскольку потом начали использовать и слово караван, и слово караван обладает определенной такой силой магической, обозначающей богатство, удачу и прочее, прочее. Поэтому я использую и караван, и цуваа. Итак, начнем. Зуун талас, явдак караван цуваа, их хаан, бургдых сонгох, баян цуваатай, ханаас надат, эд баяллак, явч явах, хан караван, надат йок, монхо, алт, алмаз, бадмараак, яшма, пирус, цагирак, услек эдлел, сувт болон торго. О караван, их хаан, мини байшин дургех, эд баяллак, тим байлк. Зуун талас, явдак караван, цуваа, их хаан, бургдых сонгох, баян цуваатай ханаас надат, эд баяллак, авч явах, хаан караван, надат йок, монхо, алт, алмаз, бадмараак, яшма, пирус, цагирак,
услег эдлел, суфт, болон торго, о караван, ихан, мини байшин, тургех, эд баяллах, тим байл. Байл или байк. Одно и то же, в принципе. Услег эдлел, меха. Меха или шубы. Ну, вот такие вот необычные названия. Я еще читаю более сложно, чтобы вы могли потом повторить. Если я прочитаю именно как монгольское, очень будет трудно, потому что у них есть очень много гортанных звуков. Например, таглах. Понимаете? Зуун таглах. Явдах караван. Не сможете просто прочитать. Начнем. Зуун таллах. Явдак караван. Цува ихан. Бургдых сонгох. Баян. Цува тай ханнас надат. Эд баяллак. Авчьявах. Хан караван. Надат иок. Монго. Алт. Алмаз. Падмарагак. Яшма. Пирюс. Цагирак. Услег эдлел. Сувд. Болон торго. Караван и хан. Мини байшин. Тургех. Эд баяллах. Тим байх. Яна, когда записывает, я потом проверяю, чтобы все было так, как положено, как должно быть. Так что мы очень серьезно относимся к своей работе. Именно потому у нас с вами есть такой успех. Уважайте духов, уважайте силы, уважайте магию, уважайте данные вам работы. Делайте правильно, если хотите результата. Здесь откупаться не нужно. Откуп именно ваша энергия, радости, счастья, когда вы будете получать и получать постоянно. Этот ритуал можно провести раз в неделю. То есть можно и меньше, если нет возможности, но раз в неделю можно провести, если вы хотите постепенно улучшить, усилить. И я вам скажу, что дают именно монгольские ритуалы. Как правило, они помогают купить дом, купить земельный участок, крупные деньги и крупную покупку. Просто из моих наблюдений. Много было таких случаев, и один из случаев более яркий запомнился у нас. Ксения, которая подписчица. Она абсолютно светлая, русая девушка со славянской внешностью. И как-то вы видели, мы встречались в Москве. Я помню, Ксюш, я всех помню. У меня просто времени нет. Но я всех вас помню. Всех вас помню, уважаю. Вы мне очень дороги. И особенно те люди, с которыми виделись, встречались. Просто времени нет. Часто писать, часто общаться. Физически нет времени. Я иногда могу вообще забыть весь день элементарно чай пить. Понимаете? Так вот, Ксения после счастливой юрты, монгольский ритуал, у нее так получилось очень быстро. Она за 1,5 месяца купила квартиру и переехала. Именно в том районе, где она хотела, и она была очень счастлива. Так что вот о чем я. Делайте и получайте. Просите, и будет дано вам. И не ждите, пока кто-нибудь постучится в двери и скажет: министром работать не хочешь? Такого не будет. Всем удачи, друзья.